Всем привет! Сегодня я хочу вам показать мастер-класс, как можно создать вот такой органайзер для ниток, либо для овощей, и для чего вы сами пожелаете. Для начала нам потребуется палочка основа, она у меня 35 сантиметров, и веревка крученная 4 миллиметра. Для начала нам нужно отрезать 14 отрезков по 3 метра длиной. После того, как мы их нарезали, то мы складываем их напополам и надеваем лицевым креплением. Можно еще внизу сделать узелки, чтобы эта веревка не пушилась зазря. Это удобно. Вот у меня на одной стороне только я делаю всегда, но можно сделать и на двух, тогда она не будет сильно пушиться, чтобы она не разошлась. Вот, надеваем отрезки все лицевым креплением, так как показано на видео, и можно группировать их уже сразу по два отрезка, так как мы потом начнем плести. Узлы квадратные, как вы знаете, возможно, или нет, но они плетутся из 4 нитей, поэтому вот два отрезка нам обязательно нужно будет. Два отрезка, которые мы при креплении получаем из них 4 отрезка. Я надеюсь, что вы понимаете. После того, как все 14 отрезков у нас надеты, мы начнем с вами делать квадратные узелки, первый ряд. Повторяем все четко за моими руками, чтобы сплести квадратный узел. Если вы знаете, как он плетется, то плетете весь первый ряд, 7 узлов должно получиться. А так я могу прокомментировать, что сначала мы берем левую нить, складываем дугу, правой нитью заводим за двумя нитями и в ту дугу продеваем, а потом повторяем с другой стороны. Создаем справа дугу и левой нитью сзади продеваем уже в правую дугу. Так нам нужно сделать все 7 узлов. Так как мы группировали 14 отрезков по 2, то обязательно должно получиться 7. Мы проделали второй ряд. Сейчас нам потребуются дополнительные отрезки. Отрежьте сначала 4 отрезка по 220 сантиметров. Вообще можете и 8 сразу отрезать, но я рекомендую сначала 4 отрезка отрезать. Вот смотрите, как я креплю первый и второй отрезок. На 2 боковые нити я креплю, чтобы у нас крепление было тоже лицевое в нашу сторону. И теперь с помощью них я буду проделывать третий ряд, который также будет переплетенным, и просто проделываем весь третий ряд. Далее мы будем с вами крепить еще 2 отрезка с одного и с другого бока, и потом еще также 4 отрезка. Нужно будет также скрепить. Я думаю, вы все это увидите. По размерам отрезков я все напишу под видео и закреплю комментарии обязательно, чтобы вы четко понимали, какой лучше использовать размер. Естественно, у меня тут все так с запасом немного идет, потому что я не знаю, какое вы захотите делать расстояние, но не мельчите, я вам так рекомендую. И еще, если вы, например, до сих пор не понимаете, как же будет выглядеть весь наш этот органайзер, то смотрите, мы сложим потом вот так вот 2 отрезка, сделаем здесь узелок, и у нас он будет по кругу так идти. То есть сейчас мы должны добавить, чтобы у нас было пространство, куда мы будем вкладывать то, что мы будем вкладывать. То есть я нитки решила положить. Так же, как я уже говорила, можно использовать его для фруктов вместо корзины, на кухне, если у вас есть какой-либо крючок, либо что-то еще. И еще, мне кажется, интересная идея — это в туалет для туалетной бумаги. То есть можно повесить. У меня сейчас используется авоська, но можно, например, и этот органайзер использовать. Как вы видели, я добавила еще 2 отрезка по 220 сантиметров и проделываю следующий ряд. Уже получается 4-й он был. Далее мне потребуется еще добавить по 2 отрезка с каждой стороны, то есть это еще 4 отрезка. Их длина тоже 220 сантиметров. То есть могу сразу сказать, что нам требуется отрезать 8 отрезков по 220 сантиметров и еще 2 отрезка по 200 сантиметров. Нам потребуется всего, мы будем добавлять с каждой стороны по 5 отрезков. То есть 4 отрезка с одной стороны, 4 отрезка с другой стороны, их длина 220. И 5-й отрезок с одной и с другой стороны длиной 200 сантиметров он будет. И я думаю, что вы сейчас все это увидите и поймете.
Вот я надела 4 отрезка по 220 и по одному отрезку по 200 сантиметров. У нас получилось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 рядов, считая первый. И сейчас мы будем закруглять. Берем наши 4 нити и также перехлестываем их и получаем такой вот узелок, как мы до этого и плели. Переплетенный. А тут уже на ваше усмотрение. Только обязательно заканчивайте их в круг. То есть, чтобы у вас каждый ряд, вот этот круговой, сходился. То есть шел по кругу, и вы потом приступали к следующему. Потому что иначе, если вы будете перескакивать сразу ниже, то будет у вас получаться неразбериха, и можно запутаться. Вот, по поводу того, сколько рядов вниз, как я уже сказала, вы можете сами отрегулировать. То есть, если их будет много, у вас получится как бы большой такой вниз органайзер, будет такое большое донышко длинное. Ну, я вот решила, что где-то 4 ряда мне было достаточно. После того, как нужное количество рядов проплетено, мы с вами будем формировать донышко. Оно достаточно легко делается. Берем дополнительный отрезок около метра длиной и складываем так, как я сейчас показываю на видео. Один конец отрезка должен смотреть вверх, а внизу мы создаем такую петельку. Сейчас мы начнем делать намотку поверх всех нитей и поверх вот даже нашей нити, которую мы только с вами положили. Мы делаем намотку. Тут можно сделать 8 оборотов, можно меньше, можно больше. Ну, не так, что прям мало, там 2 оборота будет мало, а если будет у вас там 15 оборотов, мне кажется, будет выглядеть тоже не очень. Вот, а так мы делаем вот эту намотку, и в конце, когда понимаем, что нам достаточно уже такой намотки, вводим наш отрезок, осталось под намоткой. Вообще отличный способ для кашпо. Я надеюсь, вы им пользовались. Далее вверх вот мы отрезаем нити, можно как-то подровнять, потянуть за отрезки, чтобы выровнять донышко, либо где-то вверх потянуть, вниз. То есть тут уже смотрите, как вам все получается. Отрезаем лишнее вверху, ничего страшного не будет, оно не разойдется. И последний штрих, как говорится, точнее нет, не последний, но заключительный такой, это подрезать длину нашего хвостика. Я по самому короткому отрезку отрезаю, потом смотрю, ну и примеряю, нравится мне или нет, потому что самый короткий — это уже как бы самый короткий, а если мне захочется короче, то я в любой момент смогу сделать его короче. Сейчас у нас будет заключительный штрих, сделать петельку нужно. Я тут особо ничего не мудрю, беру отрезок, буквально там 70 сантиметров, меньше, ну, смотря тоже, какую петельку вы хотите, и просто 2 раза делаю узелок, ну, может быть, там какие-нибудь ухищрения. Вот просто завожу нить, чтобы она как бы держалась более-менее. И делаю простой обычный узелок. На этом наш органайзер готов. Я очень рада, что вы посмотрели этот урок. Извините вот за последние кадры, где мой горизонт завален. Не увидела. Органайзер готов, он получился вот таким вот. По размерам тоже напишу под видео. Очень рада, что вы посмотрели данный урок. Надеюсь, вам все понравилось. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Пишите в комментариях, понравилось или нет. И я буду ждать ваших работ. Присылайте мне их в Инстаграм, отмечайте меня в Инстаграме. До новых видео, до новых мастер-классов. Все, давайте, удачи, пока-пока.